Здравствуйте всем! И продолжая тему шунтирования конденсаторов, сегодня я хочу поделиться еще одним экспериментом. Я уже рассказывал про свои впечатления о шунтировании конденсаторов в предусилителе Кайспауэру. А именно, я ставил различные шунты в первичной фильтрации до стабилизаторов напряжения. И результат там у меня получился неоднозначный. Кто, кстати, не видел этот ролик, ссылку на него я оставлю в описании под видео. Но я не остановился на этом эксперименте, а даже наоборот, более углубился данным вопросом. Мною было прочитано очень много форумов и просмотрено кучу различных роликов, которые или вторично, или как-то косвенно могли касаться темы шунтов по питанию. Собрав много информации и проанализировав ее, я приступил к новым экспериментам. В данном случае подопытным стал мой ЦАП на АК-4490, так как в его схемотехнике штатных шунтов по питанию не было. А вот на Сабре они стоят штатно. Это тоже важный нюанс, на который надо обращать внимание. Кстати, это не первый раз, когда я над своим ЦАП на АК-4490 издеваюсь. Я на нем также провожу эксперименты с различными конденсаторами. Мне интересно их влияние на звук. Но это тема другого ролика. Но немного я затрону эту тему и в сегодняшнем ролике. Итак, сегодня конкретно речь пойдет о влиянии на звук шунтов в аналоговых цепях. Шунты я ставил на конденсаторы вторичной фильтрации после стабилизаторов напряжения. Это важно, так как в прошлом эксперименте с предусилителем для Icepower шунты я ставил на конденсаторы в первичной фильтрации, которые находятся до стабилизаторов. Теперь немного о том, как я находил аналоговые цепи в схемотехнике платы. Все просто. Открыв даташит на аудиопроцессор АК-4490, мы видим все обозначения напряжения аналоговых цепей. И вооружившись мультиметром, я замерил напряжение на конденсаторах вторичной фильтрации и куда какое подается на плате ЦАП. Сразу предупрежу, не имея опыта, даже не пытайтесь это повторить. Замкнуть что-либо на плате, когда она под напряжением, это просто плевое дело. Потом, переведя мультиметр в режим прозвона, смотря в даташит и прозванивая ножки аудиопроцессора, находил аналоговые и цифровые цепи. Естественно, ЦАП был отключен от сети. Итак, после такой процедуры, найдя все аналоговые цепи, я зашунтировал конденсаторы вторичной фильтрации пленочными конденсаторами 0,1 микрофарада. Так советуют не только аудиоэнтузиасты, которые имеют в этом немалый опыт, а также многие, кто сам разрабатывает схемы. Что в итоге эта процедура дает в звучании? Первое, что сразу замечаешь, это пропадает как бы рассыпчатость на самых верхних частотах. Высокочастотный спектр сразу становится четче проработан. Из-за этого улучшается общая детальность звукового тракта. Также все частоты становятся как бы более слитными. В том числе это касается и низких частот. Нет, глубина не прибавляется, но они становятся как бы плотнее. Но есть как бы и минусы. По ощущениям, слегка сужается стереопанорама. Правда, спустя 10-15 минут прослушивания этого эффекта я больше не замечал. Также, сразу звук вам может не понравиться. Первые впечатления у вас могут быть, что звук стал плоским. Но не спешите делать выводы. Послушайте немного, пусть привыкнут ваши уши и прогреются шунты, то есть выйдут на свои режимы. И я вам хочу сказать, что потом вам не захочется убирать шунты. Как итог, эффект от шунтирования конденсаторов после стабилизаторов напряжения мне понравился. Следующий этап моих экспериментов будет шунтирование цифровых цепей керамическими конденсаторами с проводником NP0, к примеру, фирмы Murata. Что касается конденсаторов в своем ЦАП на АК-4490, то я заменил все китайские кондюки, так как в даташите к ним они предназначены в основном для пусковых установок, а не для звука.
На данный момент я остановился на связке L-Silmic 2 в обвязке аудиопроцессора и после стабилизаторов напряжения. А также на выходе рядом с операционным усилителем мне понравились Nichicon KZ. В таком исполнении звук получился достаточно нейтральный, с хорошими динамическими показателями и отличной детализацией, также объемной серединой. Но это только пока, так как вариантов много, и об этом надо делать отдельный ролик. Да, кстати, номиналы конденсаторов я не менял. Ну а пока все. Всем до скорого и всем отличного звука.